Когда вот мне Марков предложил вот этим заняться, я, конечно, я помню, что это что-то типа полгода я думал, так сказать, решая для себя такую задачу. Есть ли возможность вообще в такой стране и в этих условиях, значит, вот такой крупный масштаб такого класса вообще осуществить? Ну, пришел к положительному результату. И, значит, вот за это дело взялся. Это я помню, да. А чтобы я себе представлял, чем это кончится и какие мы детекторы будем делать через 40 лет или там через 30, то, что, вообще говоря, кубический километр детектор, ну, такого масштаба, вполне как реальная вещь, ну, то есть как некая задача, он, в общем, стоял, так сказать, всегда. Но насколько это было серьезно, это становилось, ну, по мере жизни становилось понятно, что это вообще, ну, потому что не было опыта вообще, что такое глубоководный эксперимент. Коллектив байкальской коллаборации весьма уникален и во многих отношениях замечательный. Это очень сплоченные люди, у которых горят глаза, им очень интересно то, чем они занимаются, и они действительно верят в то, что они делают очень важное дело, и что они вписывают свои имена в историю. Но я не думаю, что они рассуждают такими категориями, но на самом деле происходит именно это. Уровень их и научный, и инженерный постоянно растет, потому что, ну, это хорошие, умные ребята, которым интересно тем, чем они занимаются, и они постоянно пытаются узнать что-то новое, перенять какие-то новые разработки других. Ну, обстановка здесь классная, я бы сказал. Наверное, многие сюда ездят из-за того, что здесь очень хорошие условия. Поработать на природе 2 месяца – это очень здорово, это людей привлекает. И у нас много молодежи. Вот, и условия труда здесь с каждым годом становятся все лучше и лучше. Если в начале 90-х годов, когда разворачивались первые версии Байкальского нейтринного телескопа, понадобилось несколько лет для того, чтобы установить 200 оптических модулей. И это был, в конце концов, пик развития Байкальского нейтринного телескопа в 90-х годах. То сейчас 588, а иногда и 600 оптических модулей ставится за один сезон. Все это явилось в том числе результатом существенной оптимизации и модернизации всего технологического процесса. Это стало делать просто легче и приятнее. Эксперимент имеет большую историю. Мы начинали эксперимент в 1981 году, когда образовалась лаборатория нейтрино астрофизики в Институте ядерных исследований, который руководит Григорий Владимирович Домогацкий. И вот с тех пор эта команда и формировалась.
Уже осталось несколько людей, к сожалению, которые начинали с самого года, идут с самого начала этого эксперимента. Но все эти годы условия Байкала, а потом, по-видимому, и интерес к науке у людей, которые пришли в эксперимент. Вот они обусловили слаженность этой команды. Люди у нас не избалованные, они привыкли к тяжелым условиям. Ну, а результат, которого они вот добиваются, он виден. Мы по существу первыми в мире поставили первый подводный эксперимент нейтрино. Это была установка НТ-200 здесь на Байкале. Ну, а вот сейчас, значит, создаем, по-видимому, будет это первый кубокилометровый детектор подводный в мире. Тоже мы надеемся, мы создадим на Байкале. Ну и, конечно, это слаженность команды, преданность делу. Такие люди вот у нас как-то осели, выкристаллизовались. Это нам очень помогает. Это повезло нам, можно сказать. Наши тест-оптики. Спасибо. Да. Пропускаем. Понял. В первую очередь это честность перед самим собой в первую очередь и с друзьями, с коллегами в коллективе. Вот. Ну а второе это то, чтобы проявляли интерес к этому. И самое главное, никогда иметь всегда свое мнение. Вот. И на научную проблему, и пытаться спорить с любым человеком, какого бы там звания выше по положению он не был, или по росту. Сейчас сложилось такой вот хороший, достаточно вот этот общий коллектив байкальской коллаборации. Вот он с сочетанием ИЯИ, ОИЯИ, оно очень, так сказать, какой-то дало такой вот сейчас хороший импульс этому движению. Вот этот темп, который в этом году удалось реализовать, вот эти два кластера в год. Ну вот таким темпом можно вполне, так сказать, я вижу, что детектор до уровня там 0,4, 0,5 кубического километра по эффективному объему, он как-то вполне совершенно предсказуем и осязаем, а это объем уже совершенно рабочий, так сказать, вот. Ну, надо, чтобы работа удовольствие доставляла. Вот. Это, конечно, очевидное дело. Если вот ты находишь какую-то задачу, какое-то направление, которое способно доставлять удовольствие, где тебе что-то становится интересно, что там получится, тогда будет хорошо и тебе, и твоим окружающим. Ну, в общем, это будет жизнь. А, так сказать, вот это надо. Если ты в жизни сумел в природе задать какие-то вопросы и получить какие-то ответы, то это ты сделал то, что тебе и положено. Вот мы зададим прибор, который даст возможность задать природе какие-то вопросы. А уж какие там будут ответы, это, как говорится, какие будут, такие будут. Важно, что природе будет задан вопрос. И природа вынуждена будет, хошь не хошь, на этот вопрос ответить. Вот это, так сказать, вот это, собственно, задача экспериментатора. Ну, а уж как мы будем осмысливать эти результаты и к чему это приведет, поживем увидим. Мне это не важно.